Отдаляющийся договорняк название стрима в названии новостного блока всегда. Поясняю за название стрима, а название стрима отдаляющийся договорняк. Ну понятно. Речь может не о фактах, факты нам реально недоступны. Ну, может, только детали какие-то. Речь скорее о настроениях и тоне, тональности. Э, Я это так сформулировал, как рост скептицизма в оптимистических настроениях. Рост скептицизма это тоже одна из каких-то прямых цитат из новости, ну такой, наверное, самой, ну не скажешь осмысленной, да, но, не знаю, наверное, громкой по теме договорняка за эти дни. А Рейтерс написал, ссылаясь на анонимных чиновников из американской администрации, что, наверное, не выйдет достичь ближайшие пару месяцев полного прекращения огня, ну, то есть выхода на договорняк. Наверное, достичь не выйдет, походу не выйдет. Ну, и думаем над новыми инструментами давления на Киев и Москву, да. В общем, вот такие эмоции. Вот такие эмоции. Ну, что я для себя выписал, да, вообще. Таких новостей не было, но тем не менее был один из дней реально, вчера, походу, позавчера, без дронов. Впервые за очень долгое время. Я даже как-то не понял, как-то он прошел довольно незамеченным. Президент Зеленский прокомментировал это так, что я знаю, почему не пускали, погода хуевая была, хотя погода была обычная. Либо боятся Америки и хотят показаться овечками, а на самом деле волки. Ну, он как-то по-другому сказал, но имелось в виду это, да. Не послать колдуна нахуй. Вот, но тут даже не это ключевое, дроны потом запустили. Интересно, что там Одесса, например. Я думаю, что Одесса теперь будет важной точкой приложения российских сил, потому что они, ну, кто помнит, да, из того, о чем договорились переговорные группы в том сложном формате переговоров Украина-США, Россия-США в Риаде, то договорились они там до таких вещей, что Россия для этого перемирия на море, где под морем и перемирием на море для Украины имеется в виду порты, портовая инфраструктура в Одессе, то они там договорились до того, что Россия, чтобы согласилась на это перемирие, требует снятия санкций. Ну и они там не согласились, может, снимать санкции, но согласились с тем, что это требование России. То есть не договорились, можно сказать. Ну, выглядит это так. То, наверное, для того, чтобы показать, как это важно, что это перемирие нужно Украине, показать, наверное, в первую очередь для США. Так вот, да, для того, чтобы это показать, наверное, теперь Одесса будет таким местом для приложения силы, да, в этом смысле будут пытаться бомбить порты, но это то, что на ум приходит. Да, но обращает внимание, как может какой-то позитивный сигнал, да, какого-то, ну, какое с треском, ну, как-то наступает, да, какое-то вот это энергетическое перемирие. В том смысле, что пока что до сих пор не было разбомблено в нашем случае топового газохранилища, хотя у нас тут, конечно, не так уже и много осталось болезненных точек. Все как одна большая рана. Но в случае российского государства не было разбомблено никакого топового НПЗ или там тоже какого-то нефтехранилища, какого-то там хаба, да, в плане транзита энергоносителей. Да, но тем не менее, стороны, конечно, как я говорил, вот этот вопрос трансформаторов, обрыва проводов, конечно, друг друга обвиняют, да. Не знаю, насколько там слышат, нет эти обвинения в США, наверное, их, конечно, будут игнорировать, но тем не менее, да, трансформаторы, провода, но вот какие-то вот эти топовые, очевидно, самые болезненные цели для России, их не трогают. Ну, то есть, наверное, это тоже сдержанный оптимизм. С треском, но как-то придерживаются пока что, никто не объявил о выходе. Да, тоже я вот как-то упустил деталь, что в том материале Reuters, нужно, конечно, сказать, что Reuters все-таки из, ну давайте упростим до того, что Reuters из пула антитрамповских медиа, да. И это, наверное, тоже повлияло на тональность той новости, но тем не менее с той же ссылкой на американских анонимных чиновников из Белого дома, они говорят о том, что обсуждается возможность внесения поправок в условия редкоземельной сделки. Ну, для нас это очень болезненный вопрос,
вряд ли там они смогут поправить что-то, что сделало бы ее для Украины приемлемой, потому что для Украины ключевое не соглашаться на долги, а для Трампа ключевое добиться согласия на долги Украины. Вот это, мне кажется, вообще самая сложная штука вот из всего вот этого, связанного с договорняком, это, конечно, вот эта тяжелая, мутная, проблемная, редкоземельная вот эта сделка по редкоземельным металлам, которую Трамп вот навязывает Украине. Парламент все сильнее ощетинивается, да, все сильнее показывает свое нет. Петр Порошенко написал какой-то тоже душераздирающий, ну, депутат, народный депутат оппозиционный, написал душераздирающий пост на тему того, что вот 5-6 эффективных менеджеров, ну, написал по сути, конечно, 5-6, хотя не знаю, насколько тут есть их заслуга, но тем не менее, 5-6 эффективных менеджеров сомкнули на себя всю политику страны и договорились до таких хуевых условий. Поэтому мы требуем там консультаций с парламентом. Ну, в общем, надо как-то вопрос решать, все не круто. Ну, понятно, показывают, что сделка будет неприемлемая. Но это и так было предсказуемо, но тем не менее таких голосов, как бы э, отрезающих президенту какие-то возможности, их все больше, и они все громче. Вот, что как бы создает проблемы, да. При этом Трамп также, да, не стоит на месте и говорит о том, повторил свою мысль, что сделка редкоземельная присутствует, что президент Зеленский, он где-то слышал, не знаю где, что президент Зеленский готов обменять подписание сделки на НАТО. Ну, вы знаете, президент часто такие речи, скажем так, в стиле террористическом толкает, да, что типа дайте мне вертолет, там мешок денег и вступление в НАТО, и я уйду с поста президента. Ну, например, так он говорил. Непонятно, на кого это рассчитано. Выглядит это всегда очень странно, и я всегда это критиковал, в общем, такой какой-то метод подозрительный. Но при этом здесь он такого не говорил вообще, да. Но тем не менее, Трамп настаивает на своем, что президент Зеленский где-то говорил, что он согласен на сделку в обмен на НАТО. И Трамп говорит, что ну НАТО никак, Путин говорил, НАТО никак, это причина войны, НАТО никак, Зеленскому надо попуститься. При этом пан президент ответил в вечернем обращении своем, что-то не особо замечен, он сказал, что я вопрос НАТО не подымал никак с этой сделкой, никак его не связывал. Ну, в общем, тоже понятно, очень сильно давят с этой стороны, и вот не знаю, ну, чуйка, вопрос, тут очень мало реальной информации какой-то в публичной плоскости лежит, просто чувство такое, что, конечно, сделка эта, она очень показательна в том смысле, как Вашингтон видит выход из этой ситуации, потому что, ну, совершенно она неприемлемая, и, ну как-то, не знаю, чувство есть устойчивое, что президент на нее не согласится, и тогда у Трампа появится пакет аргументов, почему надо забыть, стороны недоговороспособны и так далее, и так далее. Да, ну, в общем, тон понемногу меняется на более такой скептичный. Ну, много каких-то журналистов около трамповских, около республиканских, там вот какая-то журналистка Фокса, да, пишут, что Трамп зол. Новости другие. Трамп разочарован в обеих сторонах. Трамп думает, что Путин собирается затягивать, скажем так, мир, да, затягивать эти переговоры. Мы ему ответим на это вторичными санкциями. Ну, даже не то, что ему, а получается тем, кто покупает нефть российскую. Ну, то есть что-то, что тоже не очень как бы решает ситуацию, вообще не то, что мгновенно, в принципе, не очень решает ситуацию. Ну и также не могу не обратить внимание, что, конечно, даже в рамках этого всего не обсуждается и даже не проговаривается возможность того, что Украине нарастят военную поддержку. Видимо, такое вообще даже не рассматривают на уровне риторики, даже как блеф, да. То есть такая угроза даже не звучит. Кроме ожидаемого визита, нельзя не сказать также то, что Трамп опять где-то повторил о том, что он верит, что Путин выполнит какое-то обещание. Ну, то есть, и, конечно, тоже вот эта идея с обещанием, вот что в нем реально, ну, понятно, обещание подразумевает, наверное, окончание войны, но вот то, что у них есть какая-то личная, вот как между царями, да, обычно такую проводят аналогию, что у них есть какой-то личный дипломатический трек, тоже, конечно, расстраивает, потому что он совершенно не публичный и совершенно непонятно, о чем они договорились и какую там роль занимает Украина в принципе, да. Ну да, визит, который ждут, в смысле Кирилл Дмитриев,
И не помню, какая у него должность там, да. Ну, понятно, должность у него неформальная, переговорщик с США, да, одна из линий переговоров. Но официальная глава фонда чё-то там, ну, что-то экономическая суть. Ну, вы помните, да, такой новый кадр всплыл, в смысле западное образование и так далее. Прилетит в Вашингтон где-то в ближайшее время, наверное, прилетит. Ну, кто говорит, что сегодня? Ну, в общем, где-то в ближайшее время. Может, уже подтвердилось, что сегодня. Ну, вроде как и в Министерстве иностранных дел РФ сказали, что это случится. И он сам где-то написал «maybe». Maybe Вашингтон, и не знаю, что-то абсолютно не возлагаю каких-то высоких надежд. Мне кажется, что вот это уже, наверное, будет какой-то... Точно так же, как и Министерство иностранных дел, да, России, говорит о том, что они встретятся, это будет встреча на уровне Министерства иностранных дел, и групп встретятся, вероятно, как они уже встречались в Стамбуле. У них тоже какой-то свой трек по восстановлению дипломатических связей. Точно так же и здесь, мне кажется, почему-то, да, опять-таки чуйка, ну, никак это не подтвердить, не опровергнуть нельзя. Ну, можно пытаться подбирать аргументы, но они на самом деле мало чего значат. Того, что этот человек так изначально позиционировался, например, в смысле этот Кирилл Дмитриев, да, как человек именно, который скорее ответственный за экономическую разрядку, экономическое сближение. Ну да, есть ощущение, что если он действительно полетит в Вашингтон, нужно ли говорить, что это первый визит какого-то представителя российского государства в США с начала войны, для этого с него снимут на какое-то время санкции. Но тем не менее, есть ощущение, что, конечно, этот визит скорее будет посвящен не то, что там, хотя в его анонсах пишут, что вопрос мира в Украине, да, но скорее, мне кажется, почему-то чувство такое, что он будет посвящен не этому, а вопросу экономического взаимодействия между США и РФ, какой-то экономической разрядки. Может, какая-то, не знаю, может, кто-то даже шутил, по-моему, уже сегодня в чате, что он едет подписывать редкоземельную вот эту сделку, да, минерал дил, но только не между Украиной и США, а между Россией и США. Ну, в общем, что-то в таком. Что тоже, конечно, как бы оптимизма особо не внушает по линии Украины, да. Ну, в общем, вот, так что высоких надежд в смысле договорняка не возлагаю на этот визит, хотя фигура важная и все такое прочее, да. То есть исключать нельзя там такого, скажем так, каких-то перемен по Украине. Ну, тоже про подлив говна в вентилятор Рябков, да, такой, уже мы его упоминали, запоминающийся персонаж, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, сказал, что вот в, скажем так, видении мира, в видении договорняка со стороны США совершенно не содержится никакое устранение первопричин войны, поэтому мы на него не согласны в целом. Тоже как бы оптимизма мало, правда? Но да, не отступаем здесь от мысли, слушая, конечно, рассуждения Министерства иностранных дел Российской Федерации, не отступаем от мысли, что все-таки здесь, наверное, вот эта межцарская дипломатия, наверное, важнее, да. И не первый раз видим уже такие перемены. Ну и, как я всегда приводил в пример, мне он почему-то кажется очень важным, ну, ключевым прямо, да, что и я доверяю этой информации, что министр иностранных дел Российской Федерации Лавров до самого появления танков в Украине российских не знал о начале войны. Он не входил в тот круг людей, которые знали о том, что война будет. Ну, тоже не обошел я стороной, конечно, и сложно уже вообще мир, а особенно такие процессы, воспринимать вне договорняка. Не обошел стороной новость о том, что говорят, Соединенные Штаты будут бомбить Иран. Ну, там ключевым вот этим, как бы, двигателем медийным этого всего выступают какие-то... Вот все, вчера я видел эту новость у всех, да, со ссылкой. Хотя слежу за этим контекстом давненько, да, ближневосточным, если это можно так выразить. Но вчера везде увидел со ссылкой на израильский 14 канал. Чё, блядь, за 14 канал? Хуй его знает. Но авторитетность такая. Ну, понятно, это информство, да, это такая стратегия кликбейтная. Но тем не менее, недалеко от истины, что в смысле, откуда-то со стороны Израиля, да, поступает информация о неотвратимости скорейшей вообще войне. Ну, понятно, что и Трамп по этой линии произраильской, да, никогда не отличался какими-то очень миролюбивыми заявлениями. И тут тоже такой есть вот один из аргументов, как-то давно и последовательно, последние, в смысле недели, если это можно назвать давно, может даже раньше,
Соединенные Штаты как-то очень публично нарастили свою активность, присутствие авиации на островах. Ну, они, по-моему, британские, да, но их арендует США. Диего Гарсия в Индийском океане, где у них там вот такой остров, который состоит только из аэродрома, на котором базируется стратегическая авиация. Ну, вот один из таких путей проецирования американской силы. И вот они как-то очень публично и ярко, и вплоть до того, что я читал комментарии каких-то о около экспертных американских военных экспертов, да, о том, что ну разве это вообще нормально переместить, а там, скажем так, авиапарк этих бомбардировщиков Б-2, по-моему, он Spirit называется, да, их он в США не такой большой совершенно, очень дорогостоящий самолет с вот этой технологией малозаметности, и большую их часть уже перебросили на эти острова Диего Гарсия. И как бы они задаются таким резонным вопросом, что как-то вот с точки зрения безопасности это нормально, нет? Потому что, ну, может быть такой Перл-Харбор, только не в плане флота на Гавайях, да, а в плане американской авиации на Диего Гарсия, что там Иран как-то, не знаю, супер сверхмассированной первой атакой уничтожит эти самолеты. Ну и, наверное, соглашаясь с их какими-то рациональными аргументами, думаешь о том, что, наверное, это скорее доказательство, да, публичность этих переброски этой авиации, наверное, как раз доказательство того, что это такое давление, блеф, да, оно сделано так специально, чтобы быть публичным, что, наверное, говорит как раз о того, что, ну, наверное, вероятность войны действительно невысока. Невысока, да, потому что слишком ярко и слишком иллюстративно это делают. Ну да, это такие выводы. Нужно ли говорить, что если как-то пытаться вписывать какие-то новые вероятные военные конфликты, хотя странно, непонятно, как это сочетается с тем, что Трамп как-то там чуть ли не претендует на Нобелевскую премию мира, да, он хочет, чтобы дети перестали плакать, а люди перестали умирать. Не до конца понятно, какие-то новые войны по таким поводам в эту канву вписываются, да, но все-таки, если пытаться рассматривать какие-то новые потенциальные конфликты в мире по линии договорняка, то, конечно, тогда слив Украины в США необходим, однозначно, да. Исходя даже из той статьи New York Times, которую я там читал, два рядка по диагонали, да, то там они пишут, в частности, о том, что мы, конечно, в полной мере, ну, один из аргументов, грубо говоря, почему в полной мере Украине не помогали и не разрешали наносить удары по России там куда угодно и в каких угодно количествах, что, конечно, все-таки есть опасения ответных мер каких-то в будущем России, да, что она начнет вести такую же стратегию вмешательства в какие-то войны США. И в этом смысле, конечно, если там нет никаких других договоренностей между Трампом и Путиным, да, то, конечно, представить, ну, скажем так, риски сильно возрастают для американского государства. Как может вообще эта война развиваться, да, если они вязнут в какой-то еще один где-то конфликт, да. Ну вот, если вернуться в прошлое, в смысле там, ну хотя бы, не знаю, год назад, два назад, да, то для Путина это была бы, конечно, очень ожидаемая, в смысле, очень ситуация, которую он бы очень хотел видеть, да, где есть еще какое-то место, где можно попытаться создать США какие-то проблемы, да, во взаимодействии с Ираном. То в этом смысле, конечно, наверное, война маловероятна, слишком уж положение шаткое там, правда? Ну, в общем, вот так. Ну да, сегодня, я не знаю, там случилось, нет, час в США времени. Э, Это вы знаете, как сегодня 2 апреля. 1 апреля никому не верю, а 2 апреля день освобождения. Ну это же буквально Оруэлл, да? Новые тарифы, да, а называют их освобождением. Война это мир, куда мы катимся? Но тем не менее, сегодня, наверное, самое ожидаемое там в США, да и, наверное, на Западе, думаю, переплюнувшая в кратковременно договорняк, это, конечно, так называемый День освобождения. Трамп сегодня с помпой анонсирует какие-то новые тарифы. Новые тарифы, понятно, такой вот протекционизм в экономике. И вспоминается мне, конечно, вопрос, я не знаю, насколько он здесь связан, да, вопрос экономиста з записки державного эксперту, да. Там он спрашивал, интересно, как сторонники свободного рынка или либертарианцы относятся к вот таким пошлинам, когда они направлены на защиту национальных интересов, да. Ну, я не помню, какой там был конкретно пример, но суть плюс-минус такова.
плохой Китай нас там экономически разваливает, и от этого, если протекционистскими мерами защищаться, как это совместить с какими-то такими идеями свободного рынка? Я, честно говоря, не знаю, я не фанатик, но часто встречал людей, да, и, наверное, сейчас их количество возрастет, которые приводили, конечно, в пример какой-то западный протекционизм в вопросе именно вот моем любимом автомобили и политики с этим связанные, проводили какие-то аналогии, что-то пытались этим доказать в вопросе Украины. Это, конечно, совершенно шикарно, потому что, ну, хоть как-то, да, я понимаю, как в контексте США, да, и других западных стран можно хоть как-то оправдывать такие меры, хоть какие-то найти им аргументы. Как их найти в Украине, да, то есть, ну, мы вводим какие-то, скажем так, финансовые стимулы, направленные на защиту внутреннего рынка. Какого, блядь, рынка? Рынка автомобилей в Украине, ну, украинских не существует, поддержать некого. Поддержать некого. Зато в Украине существует меньше машин на семью, чем в сраной Польше. Зато в Украине существует совершенно охуенно бедное население, которому абсолютно недоступны новые автомобили из салона. Короче, это самое, блядь, смешное и самая смешная и нелепая аналогия, самое смешное и нелепое сравнение, в смысле, с какими-то вот такими протекционистскими мерами вообще в мире, нахуй, вот. Ну да, День освобождения, не ждем, а готовимся. Да, нельзя не сказать тоже, что в вопросе того, что Путин тянет время, сенаторы, да, Линдси Грэм уже подсуетились и готовятся, да, там, предложили законопроект о введении, ну, я там не вдавался в подробности, ну, наверное, о введении вторичных санкций, да. То есть какие-то сигналы посылаются туда, в Москву. Конечно, тоже это, если не верить полностью в то, что все-таки основная дипломатия между двумя царями, да, эпоха царей. Ну, тоже уже новости Украины, ну, наверное, не юмористические. Приезжала Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел ФРГ, министр иностранных дел Германии. В отличие от Сирии, здесь ей не блюрили лицо. Приїжджала в Київ, итоги. Поддержала потужно вона нас у противостоянии вот этом с Трампом, дипломатическом, экономическом, по линии сделки. Поддержала таким образом, что говорит, сделка, конечно, не должна противоречить законодательству Европейского Союза. Ну и таким образом не должна помешать Украине вступлению в ЕС. Сильная поддержка. Ну и я не знаю, насколько это связано, но там это где-то было объявлено, что в пятницу, ну в четверг и пятницу на самом деле будет встреча желающих вот этих стран, ну европейских, которые хотят поддержать Украину. Не помню, как точно называется, но условно желающие. Встреча желающих, ну как я понял, она в Европе будет, да. Вот. А тема, как говорит президент, это размещение контингентов. Ну, это, конечно, действительно, как писали в чат, удачно замах на гривну, удар на шаг. Удар на шаг. Ну вот и все, друзья, вот и все новости. Надеюсь на ваше какое-то плідне доповнення їх в чате. Да, нет сил уже оправдываться, почему такой тухлес, тухляк, тухлидзе, уже много раз сказал. Давайте просто не будем на этом акцентировать наше внимание. Читаю сначала чат на Твиче, потом чат на Ютубе. Ожидаю ваши вопросы с донатами. Но на яркий ответ надеяться не стоит. У НАТО, да, НАТО в Конституции это не обсуждается. У НАТО 1,5 ляма подписчиков в Инстаграме. Хочет примазаться к блогерам-миллионникам. Да, это как какой-то там парень в чате, ой, не в чате, в комментариях на Ютубе активно спорит с тем, что он рассказывает, что НАТО в Конституции? НАТО там в залупамбуле, какой-то преамбуле, ничего. Это не я сказал. Это позиция Украинского Министерства иностранных дел. Это не моя позиция, это они так сказали. А понятно, что в Украине это все смешно, да. Там, что Конституция нам запрещает. Это же вам не просто что-то, это Конституция, основной закон. Это, блядь, смех и грех. Переговорщики говорили, да не переговорились. Интересно, касательно переговорщиков, говорят, что, ну, я надеюсь, что это какой-то ватный, типа, ИПСО, утка, фейк-ньюс. Говорят, что из украинской делегации тогда, как это вообще в Советском Союзе бывало, сбежал переводчик. Вы не знаете, это правда или нет? Ну, вроде как медиа об этом
Ну, правда, я оригинала не смотрел этой новости. Реальная, вот эта саудовская сообщала. Да, типа, приехала группа, а переговорщик улетел в Турцию, короче, а потом во Францию. США недавно супер невидимый самолет показывали. Пилотам ничего не грозит. Побомбили бабахов и улетели. Ну это как сербы, да, мы не знали, что он невидимый. Вы не понимаете, копейки в шаги переименуем и победим. Русачки не смогут понимать наши деньги. Это почти как размер рельсов в СССР и Германии. Да, это почти как сигаретные заводы, которые могут делать патроны. Это полная шизофрения, хорошо показывающая шизофрению нашей державы. А конкретно, конечно, главы Нацбанка Пышного. Фамилия Пышный. Не, ну как я сказал, верификация информации низкая. Мне кажется, что может переводчик и не сбегал, потому что, ну, новость уровня такого Russia Today придумали. А может и сбежал. Хуй его знает. Морские дроны, морские дроны. Обсуждали приезд духовного наставника Трампыни, что это может дать. Да, духовник, да я, бля, ебу там, какой-нибудь духовник. Мы, ну, эту новость писали в чате, но по ней нечего реально сказать. Это вызывает только, ну реально, только смех вызывает, когда украинские парламентари типа Марьяны Безуглой, еще какие-то клоуны рассказывают, что вот этому постсоветскому сатанистскому обществу, да, надо через религиозную линию американцам что-то продавливать. Это такая глупость. Никого этим обмануть не выйдет, даже себя. Да, здоровенькі були. Еще была забавная новость от Польши, типа они не отправят войска в Украину, так как российская пропаганда этого хочет, а они не хотят подыгрывать их нарративу. Ну да, напомните, что они и так не отправили бы никогда и никак. Но эту мысль они говорят далеко не первый раз, о том, что они не хотят подтверждать эту московскую мульку про то, что Польша хочет аннексировать часть Украины. Они об этом говорят не первый раз, говорят уже очень много раз. Но это удивление не вызывает особо. Да хз, спортсмены бежали, водители дальнобоя бегут. Переводчик тоже хуй к носу прикинул и понял, что второго шанса может не быть. С одной стороны, с другой стороны, я вот понимаю, там шоферы, как ты пишешь, ну может спортсмены еще, но типа переводчик в Министерстве иностранных дел это очень типа сально. Думаю, ему ничего не угрожало, не знаю, чем бежал бы. Там и зарплата неплохая, и по миру летаешь, и точно тебе никакая мобилизация не грозит. Фамілія у нього відповідає ділу. Як він виводить по 4-5 мільярдів доларів через Нацбанк, це пишно. Ну, я ничего про это не знаю, но слышал, но остальное говорит само за себя. Вот эта идея про шаги копейки, это ебануться, конечно. Это накурка плотная, накурка плотная. Накурка плотнейшая. Все, донатов нет. Ну, я и сам виноват. Какая работа, такие и донаты в целом. На что трудился, то и получил. Переводчик просто охуел, насколько ебейшие вещи ему нужно переводить на английский, оценил перспективы, нарезал дупля и съебался с корабля. Слушай, может ты прав, может он что-то неправильно перевел, потом забоялся последствий и убежал. Ну может же так быть, это уже хороший сюжет для фильма. Тебе не кажется, что если сделка по ресурсам упрется в сопротивление парламента, а не президента, то американцы просто сами надавят на того же Порошенко? Там же на каждого папочка с грязными делами по-любому имеется. Я думаю, что вопрос же еще контекста политической борьбы и ожидания, политической борьбы и ожидания выборов. Я думаю, что оппозиционные там все политики не настроены сдаваться, будут грызть до последнего. То есть, ну, может продавить, типа, жестко, там, по-силовому как-то, я не знаю как, может и выйдет, да. Но типа то, какие это будет иметь последствия социально-политические, да, то, как это повлияет на политические настроения в стране, президент точно этого не хочет перед выборами и точно на это не пойдет. Ну, мне так кажется. Нужно что-то менять, как-то там шукать перемогу. Тут просто, понимаешь, парламент одна из проблем, которая президенту отрезает, ну, как мне кажется, мой скромный политический анализ. Это одна из вещей, которая отрезает президенту какие-то возможности, да. Так-то он сам также максимально не заинтересован в этой сделке никак. Это ослабляет власть в Украине как таковую, да, в целом потенциально когда-либо. Это сильно влияет на его политическое будущее в негативную, в худшую сторону. Это вооружает очень значительно его политических оппонентов. Да. Ну, это неприемлемо просто по сути, потому что брать на себя долги, которые ты брал не в долг, ну, вообще нет, да, ну, как бы нет по множеству причин, да.
вполне себе не из каких-то вот таких теорий заговора или каких-то сложных политических мулек, да, просто несправедливо, и из-за этого как бы мало мотивации соглашаться. Не знаю, ну, как-то не могу я лишиться мысли, да, на фоне еще и всех остальных там разговоров про бомбардировки Ирана, блядь, еще какой-то хуйни, что это, ну, сделано трамповской администрацией вполне умышленно, да, они вполне умышленно расстреливают президента Зеленского и все тут, потому что, ну, они вполне прекрасно понимают, какую дестабилизацию они привносят и как мало выходов из этой ситуации. К тому же, вероятно, что где-то за той сделкой там следом идет и выборы в Украине. Не когда можно, а когда скажут, в США в смысле. И он просто понял, что надо переводить, перевел, прикинул перспективы таких мощных переговорщиков и съебал к Макрону переводить. Тоже одна из версий была, что он там понял все по сути. И, ну, как бы это... Мы просто об этом шутили еще до того, как он убежал, да, что, может, переговорщики, узнавшие итоги, не вернутся. Сейчас подпишут, завтра все будут аж плясать, как ловко всех обманули. Да уже как бы нет желания у всех остальных плясать. И тут я сейчас даже не за народ говорю, хотя уж, конечно, совсем говно продавать ему будет сложно в Украине. А в том смысле, что это ж такая ключевая вещь, продали родину. Все за это уцепятся, блядь, и другого выхода не вижу. Ну и главное, что у самого президента интереса нихуя особого нет в этом решении, да. То есть сказать бы, что единственная преграда этому это оппозиция и парламент, да это не совсем так. Посоветуй молитву для договорничка, не знаю. Грязная папочка с делами. Папочка в говне. Нидерландские СМИ сообщили, что высокопоставленные сотрудники СБУ могут быть связаны с торговлей и производством наркотиками, курированием деятельности колл-центров и коррупционными схемами. Ого, да ну ты что, быть такого не может, ты что гонишь? Маргинал говорил, что быть колонией Америки хорошо, ибо это цивилизация планетарного масштаба. Но то, что цивилизация планетарного масштаба, это факт. А колонии Рашки быть плохо, ибо это говноматрасе. А ты как думаешь, исходя из наших карт и ситуации, которая сложилась, может прогнуться под Америку это единственный приемлемый выбор? Проблема в том, что это никак не делает нас колонией, инкорпорированной территорией, да, вот это там ограбление, да. Ну, то есть этому же нет никаких доказательств, что это будет так, что Украина станет как что, как Пуэрто-Рико. Я спрашивал, как люди живут в американском Самоа, неизвестно, да. Это, наверное, скорее может превращать в какую-то африканскую страну, где есть какие-то американские компании по добыче какого-то кала. Вот это может быть. То есть я не верю в позитив, что у нас там распространится как-то эта цивилизация планетарного масштаба. Но если вернуться во времени и говорить, конечно, за что-то более понятное, в смысле за НГО, да, за гранты и за влияние российского государства, то я все время выделял эту деталь, что, конечно, Америка спонсирует продвижение, да, в своих интересах, да, в это время кует свои кадры, которые потом позанимают должности и так далее, и так далее, и так далее, распространяет свое влияние, внедряет свои нарративы, но тем не менее ценности, конечно, они несут, ну, более человечные, да. Ну, то есть там свобода слова, свобода личной, просто само как бы равенство, там все это на свете, само проговаривание этих ценностей, это очень важно, это очень круто, а развитие демократии, это, конечно, более человечно, чем что-то, что ничего, да. Как и в этом там многополярном мире, и почему я не верю в его устойчивое существование, потому что те страны, конечно, у них есть какая-то, на мой взгляд, ценностный дефект, изначально вложенный в них, как там был в Советском Союзе, да, условно говоря. Что как бы, во-первых, как бы не предвещает их какую-то долгую жизнеспособность устойчивую, да, но об этом можно еще очень долго, да, говорить, в чем проблема недемократичных стран. Но главное, что вот просто, ну, для меня лично с моей системой ценностей это как бы хуже, да, то, что такие страны, как, ну, это было более актуально до прихода Трампа, но тем не менее, что такие страны, как Иран, Северная Корея, Российская Федерация, то, что эти страны станут более независимы во внешней политике, это, наверное, хуже, да, то, что они распространятся и будут распространять свое влияние на еще большую территорию, на еще большее количество людей. Это, наверное, хуже, да, несмотря, конечно, на наше плачевное положение. У Франции есть заморская колония, формально то Франция, а по факту там жопа, ну, в смысле, там можно испытывать ядерное оружие, чем вроде они и занимались, да. А, Там могут армяне поднять восстание. Там могут азербайджанцы проспонсировать поднятие восстания. По-моему, ну, нужная вещь.
Ценности не везут в колонии, ценности вывозят из колоний. Можно приводить примеры с нищими странами, где Америка имеет какой-то интерес. Но давайте посмотрим, кто живет в этих странах. Может, я ошибаюсь, но там живут не эти люди. То почему-то после ограбления не так уж все и плохо. Саудиты, например. Да, саудиты, мы как раз этот пример вспоминали, да, персидских монархий. Более того, его, блядь, вспоминал президент, да. Нам абсолютно разные условия предлагают. Ну, буквально ссылаюсь на слова президента, послушай, что он об этом говорил. Их американцы полностью защитили в военном смысле. С ними было равноправное партнерство. Ну, это пиздец, да. Ну и там, если говорить не эти люди, да, то ты, ну, высоко нас слишком оцениваешь. Нашу верхнюю вольту. Ладно, короче. Наверное, настала пора прощатись. Хотя, конечно, безусловно, на эти темы можно очень долго говорить. Это очень интересно, безусловно, и, скажем так, вместка, да, вместительная в себе дискуссия на тему колонии, не колонии, суверенитета, да, на противовес этому, а насколько мы были бенефициарами этого суверенитета, как украинцы, и как и в чью пользу говорит то, что украинцы очень часто пишут, но мне встречается, я понимаю, что это меньшинство, конечно, которые говорят, что ну было бы неплохо стать колонией или стать еще одним штатом США и так далее, и так далее. Ну, в общем, это все очень сложные и вместки дискуссии. Да, из Медведчуковского того вагона золотого. Ну, вообще, это же явно не железнодорожная, не железнодорожный подстаканник. Пацаны, вот сегодня надо отдать долг посмотреть эту залупу какого-то там украинского коммуниста. Желание, естественно, нулевое, блядь. Смотреть это, нулевое. Но, сука, раз задонатили, надо смотреть. Что-то у меня есть такая педизра, что я его нихуя не найду. У меня сегодня, вообще у меня, ну, погода говно, конечно, но я понял, что у меня последние реально дни, видать, какой-то депрессивный, блядь, синдром, я очень раздражительный. Эти дни. Месячные осадки выпали вчера, месяки. Месяки, факты, месяки. Месяки. Не знаю, это меня расстраивает, что у меня такое состояние. Оно у меня бывает очень редко. Никогда, почти, видимо, это не к добру. Договорняк сдох обоссавшись и обосравшись. Вот это смешно. Посланник Путина летит в США подписывать сделку по редкоземам. Ну, может, какую-то между Америкой и Россией, вероятно. Может так быть. Купил себе арома-свечек в инете. Пишут, что это пассивное курение. Токсикоман, получается, спрашивает Пати Панкейкс в чате. Мне когда-то подарили арома-свечку, красивую, хорошо пахло. Там в ней, значит, трава была внутри, да? Ну, просто восковая, блядь. Ты Да пиздец. Вообще, сука, пиздец. Ну, короче, восковый цилиндр, да. Ну, там этот фитиль, хуетиль и... Блядь, и там трава внутри в воске залита. Ебать, как начала она гореть, когда высохла. Ебать, когда до нее дошло пламя. Весь этот цилиндр в огне. Все в воске. Пламя полметра стоит нахуй. У меня все закоптились, все подоконники, все. Ну, короче, жестко, хуйня. А, кора вместо фитиля. Ну, я думаю, там похуй, что было бы вместо фитиля, вопрос. Что? Не было стакана, плохо без стакана, может разлиться весь воск, этот парафин, его хуй потом отмоешь. Кот этот уебан начал кричать. Что ты кричишь? В чем проблема? Ну, в общем, да, не было стакана, все разлилось, и мусор начал гореть внутри, этот декоративный. Бля, походу он срать пошел, кот, в смысле делать запах арома кавы. Надо Зеленскому предложить такие же условия по ресурсам Европе, как ему Трамп, за защиту. И шо? Это что-то на уровне, как президенту Зеленскому на напрямую без посредников с Путиным договариваться, тогда будет все то же самое, ну то есть поражение. Но при этом не надо будет еще должным быть американцам. Это как без риэлтора арендовать квартиру. Ну глупость, конечно, полная. Надо и там на долги согласиться.
Там не получится, потому что они же умные европейцы. Ну, известно, что у них к счету есть тяга. Они сразу в долг давали, чтобы такой тупизны не было. Да торгуются пока что, но понял, как-то оптимизм начал заканчиваться. Ну, если он был у нас когда-либо. Видите, вообще я эмарь. Эмо. Эмо. Эмо были же в этом, да, в ранетках. Я эмо из ранеток. Сейчас еще кот насрет. Расскажи история про сарай. Какая тебе история про сарай? Сарай говно, сарай не сделан. Терсоплита намокла сегодня. Ходил, смотрел, нихуя сделать нельзя. Бу-бу-єм, до горнячку бути, як не у цьому році, так в наступному, як не в наступному, то й т.д. Ну да, рано или поздно чему-то быть, правда. Чему-то быть того не миновать. Поговаривают, говорят, сегодня Трамп дикие пошлины. Дикие. Дикодичка, дикодичка, дикодрочка. Говорят, сегодня Трамп дикие пошлины всем введет, кто в плюсе от торговли с амерами. Ого. Да, ходят слухи такие, но вряд ли всем, но кому-то. Дико пошлый Трамп. Коммунизм в Украине запрещен. Ну это мы для упрощения так называем. Так-то и нацизм запрещен, но зиги-то кидают, да. Мы называем людей зигометы. Это мы для упрощения. Наверное, он не коммунист. Я не знаю, кто он. Вообще не знаю, о чем идет речь. Погода такая, что спать весь день хочется. Наверное, дело в погоде вот этой. Дожди, 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 дожди. У меня аж голова кружится. От, блять, даже не знаю, от тоски, что ли, блять. От серости. Блядь, да что за залупа? Подработка на 2-3 часа, пишите в ЛС. Какого-то хуя стали вот такие появляться люди, блядь. Я уже догадываюсь, как там подработка. Сегодня во Львове там таких подработчиков поймали, блядь, целую пачку. Какая может быть, блядь, подработка? В телеграм-канале 500 коллег, блядь. 500 бомжей. Пробивают, сука, понял? Мы же не ОСББ, блядь. Чё нас пробивать? Занеси стройматериалы в РТЦК. Да-да, ну что-то из такого разряда, я думаю. Денис упорно не хочет становиться богатым. А как с помощью чатов домов можно ухилянтов ловить? Это реально у всех такой вопрос возникает. Очень просто. Там есть вот эта кошелка, так называемый управдом. Она есть везде, у нее болезнь, ее развратила эта лютая власть. Естественно, в доме квартирном все обо всех знают. Ну, так у меня, например, да. Все знают, кто чей сын, кому сколько лет и кто где находится. Приблизительно хотя бы. Более того, на них же уже возложили обязанность, на этих управдомов, это не первая и не вторая новость, помогать в мобилизации, помогать там повестки раздавать. По-моему, очень легко через это ОСББ вычислять кто как. Так ты пришел с этой группой оповещения так называемой, ты вообще хуй знает кто, где живет, как звать. А так ты у нее проконсультировался. Ей надо родину защищать все-таки, она же, ну, представитель власти. Тварь, чё оно, блядь, как у Дениса Мандосова из «Квартала» вот это делается. Мандосов. Минулого разу ти чомусь дуже мало присвятив уваги великій статті історії війни від Нют. Ніхуя сі, довго ми там говорили, я послухав про що там, то виглядає як повна зрада, що та описувалось. Від того, що американці нам постійно казали йти без достатнього озброєння на невигідні напрямки та того, що у нас вище військово-політичне командування, замість того, щоб робити, підсижували одне одного. Я розумію, що багато фактів ми і так знали, а про деякі могли здогадуватися. Але чому ти так мало приділив їй уваги? Ну, во-первых, не всю її прочел. Во-вторых, не очень интересно. В-третьих, есть моменты, которые компрометируют, не вызывают доверия, да. Ну, там какие-то вот эти вопросы бытовых споров Залужного и Сырского. Ну, в общем, не вызывают доверия. Да и, чесно говоря, ти зараз написав вот это, від того, що американці нам постійно казали йти без достатнього озброєння на невигідні напрямки, та того, що у нас вище військово-політичне командування, замість того, щоб разом робити, підсижували одне одного, ну. Вроде это обычность нашей жизни, вообще ничего тут нет такого, что зірвало покрови бы, да, особенно там нашим 100 глядачам. Кто это смотрит, те и так это знают. А те, кто не знают, этого никогда не увидят. Ну это как, да.
Когда к Денису приходили, сразу к главе ОСББ пошли. Абсолютная правда. Когда меня искали менты, они первым делом пошли к управдому, этому главе ОСББ, и она, естественно, знала меня, знала там, образно говоря, где я должен был бы жить, кто мои родители и так далее. Ну а как может быть договорняк, если РФ уже не о чем договариваться с Украиной? Ну РФ с Украиной действительно, наверное, договариваться не о чем. Но надежда на то, что РФ с США есть о чем договариваться, или точнее США с РФ. А точнее еще, если быть, то Трампу с Путиным. Вот, на это, конечно, были надежды, да. Ну а как тут, ты знаешь, да, Леся Українка? Без надії, сподіваюсь. Чем как не надеждой жить? Зачем вообще тогда жить? На что надеяться? Все гораздо проще. Пуизе. Будут делать фирменные блоуджобы Трампу. Кто победит, тот и выиграл. Да, мы тут, блядь, пыхтим. Їхня війна. Їхня війна, по-моєму, это такой там книги нет, это додумка моя. По-моєму, там моя війна, наша війна. Блять, а може і є їхня війна, хуй ее знает, ну. Моя війна, наша війна, логично, їх війна. А где он тут, сука, спрятан? Опа. Под стол срочно требуется книжка Залужного. Моя війна. Угу. У березні, за наполяганням своїх друзів, спогади про Другу світову війну Спенсер Черчилль. Блять, та похуй, є тут предисловие? О, да. Моя війна перша частина трилогії, яку становитимуть книжки Моя війна, Наша війна та їхня війна. Это не прикол, нихуя. Видели, я сегодня уток кормил. Все в говне, утки, все в говне. Рыцарь в говне, замок в говне, утки в говне. Кормушка в говне, поилка в говне. Землянка упа. Як казали на українському наступі, зал упа. Вот раньше у меня в галерее, ну, на айфоне преимущественно были коты. Сейчас котов разбавили кадри секса уток. Вот. У нашого друга Трампа, бачу, починаються проблеми на внутрішній ниві. Конгрес починає вибриковуватись, не проводити голосування ініціатив Трампа. Написали, що скоро Маск піде за обрій, який здобував багато популярності. Депортація має равлікові темпи, вроді як ніже, ніж при прошлій адміністрації, да. Які, якщо збережуться як є, то за 4 роки видворять лише 1 з 20 мільйонів мігрантосів. Передбачення нашого любого стрімера про погіршення нашого становища справджується. Про нас забудуть у США, а Європа навіть не почала чесатись. Сумно. Ты видев жопу... А что ты, кстати, Толик, скинул белку, блядь? Типа жопа здоровая, тело здоровое, но голова как у муравья. Что это, блядь, за белка-мутант? Это у вас там с вашей экологией на юге Украины такие белки, блядь, живут? Типа тело большое, но голова как у муравья. Я видел белок, они не так выглядят. А касательно внутренних проблем, до выборы в Конгресс были. Реально не самый яркий результат во Флориде был показан республиканцами. А Иран, блядь, бомбардировки Ирана обещают. Я думаю, еще многое может перемениться. Смотрю с задержкой, если еще не кинули ссылку на коммуниста, то вот она. Нахую намотана. А ну, блядь, сейчас бах там. А, так это не украинский коммунист. Вот этот Крас Мазов я, наверное, смотреть не буду, пацаны. Это ж какой-то типа настоящий зетник, разве нет? Я просто помню и когда-то еще... Вы меня, конечно, простите, да, что я не буду это смотреть. Ну, хотя еще не уверен, конечно, ответ не окончательный. Но просто когда-то, типа год или 2 назад мне его скидывали. Ну, не знаю, сложилось впечатление, что это обычный зетник. Не знаю, там, какое у него отношение до Украины, ну, то есть непосредственное или как. Но в целом, как я сделал вывод, что это какой-то провокатор обыкновенный, да. И, ну, всегда работает эта формула, да. Когда я говорю, критикуючи украинский там курс, керівництво, хуїцтво, это я говорю. Когда кто-то говорит, это хуйня. Ну, то есть с ними соглашаться
Это как если мы включим, блядь, не знаю, какую-то залупу, которую сейчас там производит какие-то остатки медийной машины Медведчука, и будем там сидеть кивать. Они, конечно, верно говорят, но нам это ни к чему, да, с этим соглашаться. Контекст не тот. Ну, если мы включим, то сами будем жестко исполнять гопак, да. Как минимум потому, что, ну, по суті, да, українська юрисдикція вільна, ну, не позволяет мне там говорить свободно, да. То есть, ну, с ним согласиться, ну, я не знаю, о чем видео, но уверен, с ним согласиться подвести себя под статью, да, добровольно. Ну, то есть это не означает, что сразу начнутся проблемы. Но тем не менее. Кстати, если говорить о Украине как земле свободы, где-то мне попадался пост Штефанова. Я думал его репостнуть, чтобы не забыть. Ну, забил хуй. Александр Штефанов. Организаторы Берлинской книжной ярмарки русскоязычной литературы отменили выступление Олега Кашина. Причина – страх организаторов, что украинцы будут недовольны. У Леонида Волкова хватило ума поддержать это решение. Не будем вдаваться в эту говнокухню, что это за люди и что это значит. Давайте ближе к телу то, что я хотел. Ну, то, над чем я задумался в целом. Да, это довильно, не в рамках там новостей или чего-то. И на самом деле, я понимаю решение организаторов обеспечивать безопасность на случай, если особо тыловые украинские воины решат вылить на спикера Кекчуп. Типа, да, обеспечивать безопасность на случай, если особо тыловые украинские воины решат вылить на спикера Кепчук, довольно запарно. Правда, вероятнее, граждане устроят холивар в сети с предложениями инициировать культуру отмены. Но тоже неприятно. Я в этом смысле с улыбкой вспоминаю, как в 2023 году мы в центре Москвы проводили дебаты, где я отстаивал последовательную антивоенную позицию и разбирал Z-нарратив. Дебаты проходили через пару дней после убийства Владлена Татарского. Тогда зетные товарищи в сети писали: «Нам нужен Штефанов, повешенный на своем балконе». Дебаты при очной аудитории где-то 100 человек, из которых половина зетники и фанаты угольного, я его называю, но он угольный. Разошлись максимально мирно и спокойно, никаких проблем. В 2024 году мы проводили такие же дебаты в таком же центре Москвы в книжной лавке русских Z-националистов «Листва». Листва, которую не сбросить. «Листва». Зал поменьше, человек на 50, из них 2/3 зетники. Снова мирно и спокойно. А теперь представьте подобные дебаты на тему, скажем, стоит ли Украине согласиться на требования Путина или справедлива ли война, которую мы ведем в центре Киева. Я сейчас не об уровне политических свобод в этом плане, особенно до войны. В Киеве он был гораздо выше, чем в Москве. Я о шансах, что на ваши мероприятия придут молодчики с праведным гневом и желанием наказать предателей Родины. Тут он приводит примеры до военных ивентов в Украине, там типа Сивоха что-то книгу свою хотел представить про войну, по-моему, на Донбассе и так далее, которые были сорваны, по сути, по таким причинам. Украинская политическая активная часть общества банально очень нетерпима даже к своим согражданам, что уж говорить о, скажем так, россиянах, да, московитах. Можно долго рассуждать о том, почему так вышло, но да, военная истерия с 2014 года стала важнейшим фактором. И на каждые 9 участников Евромайдана, которые выступали за европейские ценности, свободу слова и плюрализм мнений, находился один, но очень активный участник Евромайдана, который выступал за то, чтобы его оппоненты закрыли рот. Я с ним не согласен, я думаю, наоборот было, да, было 9 участников, которые никакой свободы слова там не хотели, и европейские ценности никакие не подразумевали, был один из них, кто хотел этого конкретно. Да, украинское государство иногда пыталось эту ситуацию исправить, но после 24.02.22 окончательно забило. И вот тысячи политически активных украинцев покинули страну и создают головную боль для организаторов книжной ярмарки. Потому что для части из них Кашин это такой же русский орк. Просто клыки подточил и притворился, что он против путинской агрессии, а на самом деле... Но самое горькое в этой ситуации, что часть российской оппозиции решила позаимствовать у политически активной части украинского общества эту худшую ее черту – нетерпимость. Если украинское общество будет оправдывать по принципу «война все списывает», то Леонида Волкова, как говорил классик, похоронят в свиной шкуре. Очень мило.
Ну, я вот тоже, да, это я сегодня утром, блядь, на сральнике читал и тоже задумался, ведь действительно, да, вот, ну, как не согласиться с такой примитивной формулой, что он там такие дебаты мог проводить, а у нас такие дебаты были под угрозой срыва. Но я вспоминаю, как в 18 или 19 году я, например, был на лекции Светова. Светов, который, ну, я не помню, на тот момент пойман, нет, доказа нет, ездил в Крым, как минимум, да. Не знаю, не помню на тот момент, что он говорил о самой аннексии Крыма. Но вряд ли он говорил так, что «Ой, нужно вернуть украинец, и 100% Украина». Вряд ли он так говорил. То есть, ну, тоже этот пример был. Там он не упомянут. Но в целом, наверное, в этом есть какие-то последствия как раз и той политической свободы, которая была в Украине, и того сформированного гражданского общества, которое в ней было, да. В этом есть ее какая-то обратная сторона медали. То есть я, конечно, не хочу говорить, что вот в Украине общество было гораздо... Хотя в этом есть какая-то часть истины, что в Украине политизированная часть общества была гораздо свободнее, чем в России, да. Россия не любит ни правые, ни левые уклоны. Вообще вот эту политизированную общественность российское государство давно и последовательно не любит, даже сейчас. Типа не любят ни правых, ни левых уклонов. А в Украине в этом смысле было свободнее, и группы там в этом случае правого уклона были, да, общественно представлены, те самые молодчики. И в этом есть зерно истины. Но также правда в том, что, конечно, государство наше, да, оно специфично тем, как многие постсоветские страны, да, что оно использовало этих людей, да, это было, ну, как один из инструментов во внутренней политике Украины, да, эти молодчики. Этим как бы обеспечивалась их жизнедеятельность, да, и из-за этого им позволяли существовать. Вот. Ну, и я к чему, что вот не могу согласиться с оценочными суждениями его поста, да. Я бы как раз задумался над причинами, да, не дал бы оценок, но разница действительно интересная. Ну, в общем, вот так. Нет, тут коммунист реально украинец с Харькова. Он еще в бородатые годы спиздил видеокарту у Стас, ай как просто. Стас, ой, як просто. Ну, дружить со Стасом, ай как просто, это люте западло. Хай Штефанов спробує провести дебати на РФ про доцільність фінансування Чечні чи завезення муслімів у Москву да зжечь не Коран, наприклад. А потім почне розказувати про свободу слова та радикалів в Україні. Согласен, конечно, можно подбирать и какие-то противоположные случаи в Украине. Можно сказать, что, конечно, для украинской державы одни вопросы болезненные, для российской другие. Он, конечно, очень хитро поступает, да, что берет довоенное время. Но все-таки даже довоенное время Украины, это и вот эта война, ну, на тот момент на Донбассе, да, вот это АТО, все-таки для Украины это совсем другое. Это на территории Украины, Украина в это гораздо более вовлечена. Для Украины это более, еще и Украина при этом, да, демократичная страна, то есть тут все быстро политизируется. Для Украины это событие куда более важное и куда более сильно влияющее, ну, то есть без всяких там сложностей, да, без всяких каких-то там умыслов, что кто-то строит там какую-то страну без свободы слова и свободы дискуссий. Нет, просто на общественное настроение та война повлияла гораздо сильнее в России. Всем, ну понятно, это их непосредственно не касалось. Как, конечно, и эта война. Она в первую очередь война Украины, России во вторую далеко очередь, да, для российского населения. Что тоже нельзя, конечно, не отметить, правда. Да, там много карамульных мыслей, за которые, может, от органов и не прилетит, но вот от их опричников однозначно, возможно, даже с последствиями. Не, ну, опричники это все не так важно, просто не знаю, есть ли смысл это смотреть, да, потому что я почему-то после последнего контакта с этим контент-креатором, что-то остался совершенно не в восторге, в смысле, ну, не помню, что там конкретно, но что-то типа как-то то ли манипулятивно сильно было, то ли что-то такое. Скажем, это не то, на что бы я уделял время, больше я с этим не пересекался. Вот. Просто я уже сказал, мне кажется, это очень важная, недооцененная мысль, да, когда я критикую там еврооптимистичный, про евроатлантичный курс, это одно. Когда об этом говорят друзья Стаса и как просто, это нахуй совсем другое.
Вчора спіймали на грант медведчуківського говоруна Молчанова. Перший раз, кстати, слышу, хто такий. І в мене виникло питання, чому намагаються посадити лише можновладців та їх обслугу з проросійського флангу, а не всіх. Інші перейшли на сторону ОП чи якась інша причина, а всіх кого, типа? Ну, они всех и сажают, в Украине там полно дел, открыто дебабок за лайки, лишают квартир там и так далее. Я не знаю, что ты имеешь в виду, а этот конкретно, не знаю, видать, кому-то конкретно дорогу перешел, что на него так внимание обратили. Интересно, кстати, что европейские страны, ну вот в данный момент, ну в том случае, да, Польша пошли на поводу, да, у украинской державы в смысле выдачи по политической, по сути, линии человека. Ну, то есть он не то, что там в каких-то преступлениях был однозначных замечен, типа кого-то убил или еще що-то совершив. Чесно кажучи, з усіх гуманітаріїв більше за все мене бісять філософи та історики. Вообще разницы никакой не вижу. Частенько, ну, наверное, историки, конечно, их можно отдельно виділити, хоча хуй його знає. Частенько стикаюся з тим, як якийсь історик роздумує про теперішні процеси через призму минулого, типу, дивиться, це вже було 100 років тому, я вивчав, давайте поясню, повністю ігноруючи теперішні реалії і нюанси аналізу політичних процесів сьогодні, а не в ретроспективі. Мені кажется, це тільки від особливостей персональних залежить. Тільки від таланта, мені кажется, це зависит, да и все. Не в защиту коммуниста, но он еще до войны посрался с Стасом, а Вестник Бури обещал ему ноги сломать. Реально, Вестник Бури такой вот этот душка, я думал, обещал ноги сломать, пиздец. Ну, у них там і движення. Багато було затримань експертів з російського флангу. А от, наприклад, з Порошенківського я не пам'ятаю, хоча вони теж не менш конкуренти за владу, як перш. Ні, ну так ти сравнил. Тут, блядь, легитимность, да. Есть определенно общественный консенсус, который государство поддержало, навязало, безусловно, совмещая с полезным для них, да, устранением политических оппонентов. Тут четко есть почва. Они против Украины за Россию, мы их будем долбить. Полная легитимность любых решений и репрессий. И никто нигде там ни на чью защиту не встанет, да, даже поляки им выдают таких экспертов, а представить, что завтра какого-то эксперта там из пула Петра Порошенко, ну вот как, например, этого, да, гомосексуалиста Портнякова, да, поймают, ты шо, какой будет вой, и это не оправдаешь тем, что он работает на Москву, по-моему, очевидно. Подбил сегодня зеркало случайно на парковке и швидко з'їбався. Как считаешь, гуманно поступил или все-таки вернуться и бампер подправить? ПС преступник всегда возвращается на место преступления. Но если ты серьезно раскрошил зеркало, они могут просто по камерам на парковке посмотреть, и у тебя начнутся проблемы. Но это зависит от того, какую машину побил, да, какое там зеркало. Если, конечно, ты какую-то Таврию въебал, вот мне знакомому на парковке эпицентра Таврию, по-моему, въебали, да, в крыло. Или это он кого-то въебал, я уже не помню. Ну, помню, що, ну, конечно, ну, въебали, поїхав домой. Діонісій, а от ви як політолог у своїй дипломній роботі вирішили проблему транзитних демократій? Як нам все-таки побудувати справжню працюючу демократію тут? Ну, може, то й було якось актуально десь. А, не, как там, подожди, сейчас такое слово было из медицины, я его забыл. Флуктуации, блядь. Ну от, может, там і не повні флуктуації, но тепер з війною, бля, вообще не знаю. Вообще, ну, то есть, то все утратило любую актуальность, да. Оно там было, что, типа, надо там, ну, какое-то очень большое число удачных демократических электоральных циклов для того, чтобы, может, можно было как-то приблизиться к уровню стран Организации Варшавского договора бывших, да. Сейчас это уже утратило всякую актуальность у Украины. Очень большие демографические проблемы, очень большие экономические проблемы. Конца и краю им не видно. Люди только радуются, что договорняк срывается. Радости полные. Сложно сказать, что будет, но точно у тех там 6, там 10 электоральных циклов уже не помогут. А может наоборот, может что-то случится, но вряд ли. Так что забейте. Цены на недвижимость в Украине, ну в смысле на настоящую, да, участки, дома, как, блядь, в Америке нахуй. Да мне просто в ТикТоке попадаются риэлторы, которые рекламируют, ну, дома в пригороде Киева, коттеджи какие-то там, Ирпень, условно, где-то по Бориспольской трассе. 200 там штук, 300 штук долларов.
Не, ну не миллионы, конечно. Ну там и дома не то, что прям какой-то, блядь, обычные дорогие дома. При том, что там, ну, не то чтобы просто голые стены, ну, стоит фурнитура якась это. Думаешь, люди реально радуются срыву договорняка, или это просто эхокамера в интернете? У меня в окружении таких нет, но это не особо что-то значит, конечно. Не, думаю, конечно, эхокамера. Я об этом говорил на позапрошлом стриме, когда как раз именно это и обсуждали. Радость людей. Конечно, эхокамера. Большинство людей, они очень серьезно страдают от происходящего и потенциально могут пострадать еще сильнее. Депіки зразу викупляють, щоб потім курс зірвати. Ну, думаю, не депіки, ну може і депіки, ну понятно, сейчас шальных денег дохуя. Шальных денег дохуя, в смысле, с вот этим всем мобилизациями, блядь, там и так далее. Какими-то заказами там оборонными. Шальных денег много. Зато у нас не из картона, ну у нас и не США, между прочим. Я бы не сказал, что там большая разница, в смысле из картона, не из картона. Не до конца понятно, из чего там наши дома построены. Ну, то есть, сейчас уже там не то, чтобы там ложат прям из кирпича такую кладку колодцем. Ну, видно, что это облицовано облицовочным, типа таким вот этим. Ну, я даже не знаю, как это называют. Клинкерный, да, кирпич. А по сути это, наверное, блядь, из пеноблока сложено. Я даже не знаю, что уж и лучше или хуже. Как демократиям бороться с пропагандой и дезинформацией? Когда начинаешь сажать, пишут, что ограничивают свободу слова и т.д. Наверное, никак. Наверное, никак. А денег Россия и Китай на такое жалеть не будут. Ты понимаешь, во-первых, не все счастье в деньгах, да? Ну, то есть они не жалели денег на пророссийские силы в Украине. Им это не помогло. Там и денег больше оказалось, и главное, ну, не только деньги, вопрос эффективности. Если ты эти деньги, ну, то есть вопрос того, какой портрет этого представителя пророссийской элиты в Украине. Если ты эти деньги потратил на золотые вагоны, на шубохранилище, на еще что-то, никакие тогда деньги не помогут. При том, что денег все-таки меньше. Денег все-таки меньше. То Київ – це ж ракова пухлина на тілі України, яка притягує всі гроші з країни в одне місце, а точніше декілька вулиць по типу Банкової чи Володимирської, тому і все як в Штатах за ціною. Все централізовано у Києві як політично, так і фінансово, про що свідчать ці ціни. Не, ну я имел в виду, конечно, постсоветские страны вообще вот в этом смысле экономически очень централизованы, большая проблема, все лезет в столицу, как мухи на говно. А если не в столицу, то к каким-то крупным городам, крупнейшим, да. Но я не об этом, это же именно вопрос частных домов. На сырці витик мутаген, черепашек ниндзя. Берите свои черепах и едьте кидать. Сможете их в армию сдать вместо вас. Указ президента. В економічній складовій теж все змінилося. Ні солідарна економіка, ні сталий розвиток вже не актуальні. Не дивлячись на це, досі сунуть соціалістичні ідеї в українських вузах на гроші ЄС. Відлига не скоро буде, не знаю, президент называет одной из там каких-то проблем чи мира, чи хуира, не помню чего, чи сисфайра, не помню, ну короче, одну из проблем он называет, что мы подготовили там, типа, ну, есть на порядку денному, я не знаю, как это выразиться, есть в планах, да, вынашивается в яичках. Есть в планах, типа, пакет либерализации какой-то, но я так понимаю, экономической, на политическую надеяться не стоит. Я, конечно, не знаю, откуда источники будут, кто будет оплачивать эту либерализацию, потому что посадить себя там на вот эти иглы высоких налогов, да, разных, легко, а спрыгнуть с них, ну, очень сложно будет, да, экономически. То есть кто-то будет должен это оплачивать, а сейчас, как мы видим, желающих оплачивать их что-то с каждым днем все меньше и меньше и меньше, да. У нас в Запорожье цены на квартиры только падают. Завидуйте, завидуем. Этот Денис Мандосов. Називайте мене Денис Мандосов із квартала. А хто живе у приватних будинках на околицях Києва? Бенефіціари цієї централізації всього. Так, там є люди, які, як наш скромний стрімлер, але поряд мешкає чиновник, який своїм багатством підіймає ціни до космічних рівнів. Правда? Правда. Непонятно, что с этим можно сделать. Так будет, конечно, всегда и при любых властях. Ну, как ни крути, пупок земли здесь. Меня, конечно, немного убивает скорость обогащения людей, да, под Киевом. Ну, как я сказал, шальные деньги.
Стройки, сука, не утихают ни на секунду. Типа, строится, 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 все. Заборы, машины, дома. Пишет Рамзес. Если решите ехать на Выжгород на велосипеде, не рекомендую трассу Р-02. Там чисто мажорский автобан, без внимания на знаки и пешеходки. Лучше на соседних Р-69 ехать, там бедные едут. Согласен, летают, блядь. У меня в селе, ну такого раньше не было, стало хуже, конечно. С крякалками, блядь, на космических нахуй скоростях. BMW, раньше это BMW, это был, блядь, анекдот, да? X7 был анекдот, блядь, BMW X7, X7, короче. Постоянно возят охрану на пересменке, да, на бусах. Раньше такого не было. Камер хуєва гора, камер піздець, не пернуть. Кажуть, глобалізація згортається, тому будемо жити з тим, що зможемо заробити самі. Офіси та модельний бізнес, спрямований на Берлін та Дубай. Мне кажется, что офисы когда-то прикроют, причем уже в скором времени. Ну, долго так не выйдет, наверное, существовать. Не знаю, насколько это возможно урегулировать, в смысле, по линии России, но по линии западных стран точно уверен, что возможно. Так что я бы ставку, типа, глобально экономически, да, в стратегиях України на скам-офисы я бы не робив. Типа, ну, скажем так, не очень стабильно это дело, мне кажется. Эдик Коваленко врятує, пишут в чате на ютубе. Это мне напомнило, как на днях грохнули бывшего, по-моему, депутата от Батькивщины. Ну, понятно, какой-то местный царек, но тем не менее убийство. А почему убили, должен был кому-то денег. Не то, что в Украине это там каждый день раньше происходило. Ти би не робив, але не ти приймаєш рішення. У нас мудрагелі з СБУ краще знають. Ну, не знаю. Я просто думаю, что ограниченный потенциал вот этого, ну, даже отставим в сторону морально-этическую плоскость, мне кажется, ограниченный потенциал у этого. Что-то ты вот это написал про трассу Р-02, это мне напомнило, как я когда-то ездил на велосипеде. На Хлебчу. Давно это было. Год, наверное, даже 16-й или 17-й. Ну, там такой охраняемый поселок, там у них личные церкви, типа. И что я делал? Я ел черешню. Там черешня росла. Ел черешню, и вот, типа, ну вот как это сейчас там? Приехала бы охрана, мне пизды дала. Не, какой-то работяга на копейки ездил, нас все время с другом гонял. Не давал есть черешню. Вот, что я помню. Сейчас даже страшно представить, що там происходит. О, диви, повністю влізло повідомлення у людини. 200 гривен. Как ты оцениваешь действия Европейского Союза на фоне на фоне ухудшения отношений с США касаемо вопроса помощи Украины, их роли? Дякую, Егор, за 200 гривен. Не знаю, по-моему, типа 1000, как обычно, и миллион раз этот вопрос, мы его касались, да, и в контексте обсуждения новостей, и просто в вопросе довильных дискуссий. Результат налицо, ну, в смысле, типичные проблемы, предсказуемые проблемы Европейского Союза, ну, все просто вылезли мехом наружу, да, то есть, ну, во-первых, невозможность договориться, да, разная внутренняя политика этих стран, она создает разную внешнюю ну, видение разное внешнего курса этих стран, да, в итоге, ну, к единому мнению прийти нельзя. Наверное, в таком вопросе оно важно. Все-таки все, когда говорят противостояние Трампа с Европой, то каждый в голове представляет и, ну, видит это еще хоть как-то возможным. Это противостояние, там, ну, какая-то конкуренция, да, в каком-то смысле экономическом, каком-либо, именно Трампа с Европейским Союзом, да, то есть Европейским Союзом, потому что, ну, Америке еще как-то в каком-то смысле весь Европейский Союз противопоставить можно, да, там, дипломатически или как-то. Но никто не думает, да, как-то в голове, ну, не представляется сценарий, где Европейский Союз в целом не особо един, да, в политическом смысле, довольно разный. И чем ближе к вопросу какому-то связанному с чем-то милитарным, да, вооружений, перевооружений, решительности какой-то военной,
тем как бы там кандидатов на такие решительные действия все меньше, меньше и меньше, да. То есть прагматики понимают бесперспективность, а у остальных как бы ограничены силы очень, да. Ограниченная экономика, ограничены силы. Твой вопрос, да, в нем там конкретно содержится пункт именно поддержки Украины. И вот не помню, на каком это стриме было. Ну, по-моему, ну, не знаю, стрима 3-4 назад. Мы обсуждали приезд. Или не приезд, а просто какой-то бомбастик спич Макрона, да, один из первых. А, это был где-то первые дни приостановки военной поддержки со стороны США. И там в том числе, да, вполне статистически обсуждался вот вопрос, помимо графика вот каких-то сухих цифр, да, экономических, что США там половину держат поддержки военной, да. Стоит еще и понимать, что есть какая-то косвенная роль США, очень важная в этом, да. Она не отражена в графиках, но ее невозможно не замечать. То, что европейские страны зависимы от США как от основного поставщика вооружений. Помимо того, что, конечно, еще и очень зависимы дипломатически, потому что зависимы в военном смысле, это ключевая в Европе сила военная, да, американские войска, как ключевая роль в НАТО. Ну, а это выходит из цифр, да, из их оборонного бюджета сумасшедшего. Я это к чему вел, что да, если начинаешь разбираться как-то детальнее, то выясняется, что вот первые желающие предоставить Украине советское барахло, советские танки, ну, нам тогда они, конечно, были необходимы. Это Польша, Чехия, Словакия, по-моему. То оказывается, эти желающие, ну не просто желающие. На самом деле они приняли это решение, когда им в США сказали, что им перевооружат эти советские танки на новые танки Абрамс, да. То есть это было вот так. Вне этого вряд ли бы они на это согласились. Если мы посмотрим вопрос передачи танков уже современных, да, не советских, то мы узнаем, что тоже они ждали решения США, Британия в смысле, хоть технически чисто они на один день раньше это сделали, но очевидно они дождались одобрения из Вашингтона этого вопроса. То же самое и касательно истребителей. То есть все их, конечно, обещали долго, но все ждали решения США, потому что это тут вопрос их ключевой роли как военной силы. Никто не хочет брать на себя ответственность за потенциальную эскалацию. Все хотят в этом смысле прятаться за США, потому что знают, что ну, если они решились, то бояться нечего, да. Они несут за это ответственность, и они прикроют в этом вопросе. В общем, суммируя, надеяться там не на что особо. Понятно, что есть какая-то противоречивость серьезная между тоном дипломатическим каким-то, да, тоном в паблике стран вот этих желающих сейчас, да, которые уже как-то кристаллизировались. И когда они кристаллизировались, мы поняли, конечно, что это не очень большая сила по итогу. Это совсем не Европа, это только Франция и Британия, да, как оказалось. Ну вот, да, немного есть противоречивость между тоном их каких-то заявлений, да, того, с какой помпой и под каким соусом, да, в каком медийном сопровождении подается каждая эта встреча, которая вот будет в пятницу, например, этих желающих, да, то какие фигурируют там слова и формулировки про контингенты, да, наш президент особенно любит нагнать градуса, президент Зеленский, что мы будем обсуждать уже вопрос контингентов. Есть контраст, конечно, с тем, что об этом пишут в медиа, что удачных встреч там каких-то, в смысле удачных, ну, где под удачным понимаем повышение ставок каких-то, не было, договориться не могут. У всех ограниченность именно какой-то военной мощи, возможности ее проецировать. Сейчас они уже не рассматривают вопрос какого-то введения войск, сейчас они рассматривают вопрос того, как можно было бы помочь, да, то, к чему их пригласили, помочь в контроле перемирий энергетических и на море. Ну, в общем, результаты неутешительные, довольно предсказуемо в этом смысле. То есть, что точно можно сказать, что, скажем так, итоги довольно предсказуемы.
А вынести какие-то оценки, конечно, в плане морально-этических можно. В том смысле, что, конечно, я всегда находил циничным такую риторику европейских стран, европейских дипломатов, да, вот как Кая Каллас. В том смысле, что м, давать такие комментарии, придерживаться такой риторики очень воинственной, при этом понимая, что вы ничего не собираетесь предлагать и ничего не можете предложить, да, это, во-первых, вероятно, какие-то плохие будет иметь последствия для единства Европы, которое им сейчас необходимо, да. Ну так еще и это очень, конечно, цинично по отношению к украинцам, украинскому народу. То есть они ложно обнадеживают, не знаю, насколько украинского президента, наверное, он там не имеет особо завышенных ожиданий. Но то, что, конечно, на украинский народ это оказывает эффект какой-то негативный, да, создает завышенные ожидания. Они обещают то, чего они выполнить и не то, что они выполнять не собираются и выполнить не в силах. И в этом, ну, есть какой-то цинизм, да, в таких обещаниях. Ну, в общем, надеюсь, ответил на все деньги. Спасибо за донат. Довольно сложно повторять то, что уже много раз было проговорено. Так а что плохого, не понимаю? Ну, строят люди... Ай, блядь, дома вокруг Киева. Плюс дорого, и то, что другое хороший знак. Значит, деньги есть, значит, есть смысл строить там. Да деньги-то есть, но только как-то экономика сократилась значительно, все подорожало. Но откуда в это люди быстро так стремительно богатеют? Интересно узнать, откуда в таких условиях, да? І хто собственники этих домов. І потім приходиш таким виводом плачевним. Мені прийшла думка, як пояснити різке зростання цін. Я думаю, що частиною пояснень можуть стати ті гроші, які заробили і накопичили військові. Ну да, об этом говорили, як о економічній проблемі. Зараз, можливо, їх накопичення дійшло до критичної маси, і вони почали витрачати їх на капітальні витрати. У мене на місці з'явились нові хати або якісні ремонти старих. З'явилась точка з якимись снеками та кавусею, яку купив військовий. Думаю, підвищення цін там, де є життя. Не, я думаю, это повлияло как-то на повышение цен, да. Но все-таки понятно, что этот військовый, он не купит себе хату за 200 штук долларов, да, под Киевом, и у него нет ни машины, ни таких денег. То, куда реализовывают гроши військові, я тоже вижу по селу. Они строят обычные, типовые, вот эти пенопластовые прямоугольные сараи двухэтажные. Ну, как они и строили и до этого в селе, просто сейчас появились гроши, да. Ну, то есть это жилье ты видишь сразу. Они их строят долго, мучительно, своими силами. Они не строят там 3-километровый каменный забор, который сам в цену дома. Российский дальний бомбардировщик Ту-22 потерпел крушение в Иркутской области. Очень аварийный самолет, кстати. Ну да, подалека вил комментарий. То, что США меняет им оружие старое, списанное новое, это сразу никто не скрывал. Но я и не говорю, что это скрывали, да. Просто на это нужно обратить внимание. Это важно в контексте того, насколько страны вообще решительно готовы нас поддерживать, насколько высока их решительность и чем она вызвана. С другой стороны, они вообще ничего не должны, это на них уже и так чудом вовесить удалось. Ну как не должны? С другой стороны, они говорят о том, то есть балтийские страны, да, ну в общем восточный фланг НАТО, они говорят о том, что, ну помимо того, что НАТО, скажем так, прожило еще одну волну расширения своего, да, принятием скандинавских стран, что для них выигрыш в условиях этой войны, да. Так еще и, ну, восточный фланг НАТО, его члены говорят о том, что, ну, в принципе, ну, однозначно можно сказать то, что пока российская армия вовлечена в войну в Украине, да, пока здесь ее силы, ну, им ничего не угрожает в это время. Ну, я бы, конечно, сказал, что это, наверное, довольно добелковатый, так-то ограниченный вывод. Нужно понимать, что, конечно, там российская армия, российское командование, российские офицеры приобретают опыт современной войны. Вряд ли этот прям европейцам супер на руку, да, все это. Той, який живе біля мене, не купить, а той, який відповідає за провіант у Генштабі чи замісник ТЦК, купить і не один. Не, ну, этих я отношу скорее уже к представителям такого, ну, там, как чиновничьи, раньше было сословие, но просто сейчас оно пополнилось какими-то прибыльными кадрами в армии, да. Ну, там, силовики. Их я, конечно, к простым солдатам не отношу, да, там, и так далее. Тот рівень життя его видно, ну, если подумать, то там с теми даже выплатами, да, ты там, ну, какие-то космические бабки не накопишь совершенно. Их хватит реально на покупку мелкого участка, и то при условии, что ты до этого был не бомж, да.
мелкого участка и постройки на нем обычного из пеноблока двухэтажного прямоугольного такого сарайчика. Згадав, у тій статті New York Times мене ще розочарувало, що технології морських дронів, які ми розганяли флот РФ, дали нам американці, щоб показати китайцям, що буде з їх флотом при нападі на Тайвань. Я цього не бачив. Я думав, хоч десь ми здобули власну перемогу, але ні. Навіть таке, як збірний викруткою морський дрон, самі не можемо зробити. Блин, ну я не знаю, тут дрон не производит впечатления какой-то западной технологии. Ну, он похож на этот судомодельный кружок. Денис, треба быстро растить качок, ну, как растут на максимум. И продавать утиные яйца будет спрос, но яйца они не дають. Я не знаю, я хотів сказати Дешендиру, що можливо це і є один із прикладів этого художественного вимисла в этой статье. Хотя, в том числе, да, Россия же тоже покупала дроны Шахет. Неочевидная тоже для них технологія совершенно. Ну так вони, мабуть, технології управління дроном передавали, а корпус саме зліпили, як вміли. Сухаревський сказав, що у нас є лазерна зброя, велична перемога, українська наука стронг. Цікава ідея з лазерною зброєю. Як там, до речі, лазерна зброя, щось про неї чутно? Морские дроны это на 95%, Skylink, наверное, Starlink. Остальные 5 это покупка иностранных компонентов и сборка. Ну, которая, скажем так, совсем несложная. Наверное, так оно и есть. Европа сделает нас голубыми, США отожмут наши яйца. Ну, вообще, это все сделает США. Ну, по крайней мере, американский генерал говорил, что сделает нас голубыми навсегда. Я склонен верить. Люблю вас, цілую. Дякую, що сьогодні прийшли. Вибачте за такий настрій, але і погода, і взагалі щось, ну, роз'їбало. Хотя обычно так, вообще в таком настроении не был, наверное, с момента того, как, блядь, из университета выпустился, в смысле, из бакалавріата. Ладно, коротше, люблю вас, друзі, цілую. Дякую, що сьогодні прийшли. Бережіть себе. До зустрічі післязавтра. Цілую в плечі і до зустрічі.